Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю рубрику под лозунгом «Раньше делали вещи». И на очереди у нас следующая десятка интересных мотоциклов, которые жаль, что сняли с производства. Открывает выпуск так называемый младший брат VMAX Yamaha FZX 750, который производился с 1986 по 2000 год и в экспортном варианте получил приставку Phaser. Имея похожий силуэт, этот пауэр-крузер оснащался не V-образной, а рядной четверкой. 749-кубовый двигатель достался мотоциклу от спортбайка FZR 750, который выдает 96 лошадиных сил и 76 ньютон-метров крутящего момента. Японская версия выдавала 77 лошадиных сил. Разгон от 0 до сотни занимает около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Снаряженная масса 226 кг. Бак вмещает 13 литров. Средний заявленный расход топлива 5,5 литра на 100 км. Honda XR-V 750 Africa Twin. Это поистине легендарный туристический эндуро, который по своим внедорожным возможностям на голову превосходит все современные аналоги. Мотоцикл может увезти своего владельца хоть на край света, а затем без проблем вернуться обратно. Комфортный проходимец оснащается двухцилиндровым V-образным двигателем жидкостного охлаждения объемом 742 кубических сантиметра, который выдает максимально 62 лошадиные силы и 63 ньютон-метра крутящего момента. При снаряженной массе в 234 кг XR-V 750 от 0 до сотни разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость 180 км в час. Средний расход заявлен как 6,2 литра на 100 км. Бак вмещает 23 литра. Подвеска имеет настоящий внедорожный ход 220 мм спереди и 214 мм сзади. Как вы знаете, сейчас новым в США продается знаменитый крузер Suzuki Boulevard M109R. Однако для тех, кто хотел себе такой мотоцикл, но мощность в 125 лошадиных сил и 160 ньютон-метров была избыточной, компания в 2009 году предложила младшую версию Suzuki Boulevard M90, которая на всех других рынках, кроме США, продавалась под названием Suzuki Intruder M1500 или VZ1500. Мускулбайк оснащался V-образной двойкой объемом 1462 кубических сантиметра. Но в отличие от всей серии, двигатель Boulevard M90 имел угол развала цилиндров 54 градуса, а не 45. Плюс жидкостное охлаждение, 4 клапана вместо 3, повышенную до 9,5 степень сжатия, более производительный впрыск топлива с двумя форсунками. Все это позволило существенно повысить максимальную мощность и крутящий момент до 106 лошадиных сил и 136 ньютон-метров. Разгон от 0 до сотни занимает 4,5 секунды. Максимальная скорость около 200 км в час. Снаряженная масса 328 кг. Бак вмещает 18 литров. Мотоцикл был снят с производства в 2019 году.
Kawasaki ZX-12R. Этот спортбайк-переросток появился в 2000 году, так как компания Kawasaki решила побороться за звание самого быстрого серийного мотоцикла. Для него была специально разработана новая рядная четверка объемом 1199 кубических сантиметров, которая выдавала 181 лошадиную силу и 137 ньютон-метров крутящего момента, а система инерционного наддува при максимальной своей производительности повышала ее до 190 лошадиных сил. В боевом состоянии ZX-12R весит 243 кг, разгон от 0 до сотни занимает 2,9 секунды, максимальная скорость 299 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров топлива. В 2006 году спортбайк сменил уже гипербайк Kawasaki ZX-14R. Honda GL 1800 F6C Valkyria. В отличие от ранее упомянутой руны, этот шестицилиндровый круизер был доступен всем желающим с 2014 по 2017 год. Мотоцикл основан на знаменитой Honda Goldwing и имеет ту же оппозитную шестерку объемом 1832 кубических сантиметра, которая здесь выдает 117 лошадиных сил и 167 ньютон-метров крутящего момента. Однако снаряженная масса здесь куда меньше, составляет 342 килограмма, поэтому от 0 до сотни Valkyria в идеальных условиях способна выехать из 4 секунд. Средний расход топлива заявлен Honda как 5,9 литра на 100 км, что при баке в 23 литра обещает приличный запас хода. BMW K1300S – спортивно-туристический мотоцикл, как и его ранее упомянутый собрат Naked BMW K1300R, встал на конвейер в 2007 году. BMW позиционировала эту модель как самого выдающегося представителя K-семейства и самого мощного и быстрого мотоцикла концерна. Здесь 1293-кубовая четверка выдавала 175 лошадиных сил и 140 ньютон-метров крутящего момента. Несмотря на снаряженную массу в 254 килограмма, разгон от 0 до сотни заявлен в 2,8 секунды. Максимальная скорость 280 км в час. Средний расход топлива 6,7 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров топлива. Среди конкурентов мотоцикла выделяется передней подвеской Dual-Lever и задней Paralever, а также карданным валом. BMW K1300S сняли с производства в 2015 году.
Yamaha XGR 1300. Этот легендарный классик пришел на смену XGR 1200 в 1998 году. Надежная рядная 1250-кубовая четверка воздушно-масляного охлаждения в зависимости от рынка выдавала от 98 лошадиных сил в Японии и до 106 лошадиных сил в Европе, и от 98 до 100 ньютон-метров соответственно. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 253 килограмма, бак вмещает 23 литра, а от 0 до сотни XGR 1300 разгонялся за 3,5 секунды, максимальная скорость 250 км в час. В 2015 году Yamaha XGR 1300 получает новую внешность в стиле ретро, а в названии добавляется буква C. Однако уже в 2016 мотоцикл был полностью снят с производства, так как его устаревший двигатель не мог вписаться в новые экологические нормы. В 1987 году компания Kawasaki выпустила очень интересный мотоцикл Kawasaki ZL-1000 Eliminator, который сменил собой ZL-900. Сердцем этого пауэр-круизера является рядная 998-кубовая четверка от спорттуриста Kawasaki GTR 1000, которая здесь выдает 110 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. Несмотря на снаряженную массу в 270 кг и кардан, от 0 до сотни пауэр-круизер разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км. Бак вмещает 18 литров. Мотоцикл очень редкий, так как он покинул конвейер уже в 1988 году. Honda X11. Этот большой Naked выпускался с 1999 по 2001 год. Мотоцикл был построен на базе спорттуриста Honda CBR 1100 Blackbird. С него сняли весь пластик и дефорсировали двигатель, который получил лучшую тягу на низких оборотах. В итоге 1137-кубовая рядная четверка стала выдавать 136 лошадиных сил и 112 ньютон-метров крутящего момента. При снаряженной массе в 254 кг от 0 до сотни раздетый дрозд разгоняется за 3 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. Бак вмещает внушительные 22 литра. Средний заявленный расход топлива 5,8 литра на 100 км. В отличие от спорттуриста, Naked получил вместо 6 пятиступенчатую коробку передач. Заканчивает выпуск Suzuki TL1000S. Этот мотоцикл появился в 1997 году вследствие желания компании создать достойного, но более бюджетного конкурента итальянским мотоциклам Ducati. И это у нее получилось. Специально разработанный двухцилиндровый V-образный 996-кубовый двигатель выдает 125 лошадиных сил и 104 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 187 кг от 0 до сотни TL1000S разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. Средний расход заявлен как 6,3 литра на 100 км. Бак вмещает 17 литров. Из особенностей TL1000 следует выделить систему ГРМ, сочетающую использование цепей и шестерен, алюминиевую раму и, конечно же, необычную систему задней подвески. Наряду с классическим маятником используется роторно-поршневой амортизатор, закрепленный практически горизонтально на правой стороне мотоцикла и осуществляющий демпфирование посредством специальной тяги. Мотоцикл был снят с производства уже в 2001 году, а про его спортивную версию TL1000R поговорим в следующем выпуске.